Привет, это Артур из «Зеленых». Спустя 2 недели перерыва я возвращаюсь к вам, загорелый и со свежими новостями. Я сияю. Наша вечная рубрика про фекалии. Жители Тимирязевского в Томской области поделились в соцсетях видео, где демонстрируется 3 озера нечистот возле областной туберкулезной больницы. То есть вы понимаете, да, это не просто ручей, это целые озера нечистот. Они образовались из-за сброса содержимого ассенизаторских машин на территории больницы. Нечистоты попадают в водоохранную зону, на поля, в реку Нестоянка. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды рассмотрел обращение жителей Тимирязевского о сбросе неочищенных сточных вод на территории села и провел проверочные мероприятия. По итогу в Томске обнаружен канализационный колодец. Из колодца неочищенные сточные воды поступают на рельеф и далее в Нестоянку. По результатам анализа отобранных проб сточной воды из сброса установлено превышение нормативов для водоемов рыбохозяйственного назначения. В департаменте заявили, что будут приняты меры, направленные на ликвидацию несанкционированного сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения Тимирязевского. Теперь озер в Томской области станет меньше. С территории деревни в Калининском районе вывезли несанкционированную свалку мусора. Уборкой занимался сам нарушитель, из-за которого образовалась свалка. Стихийное складирование мусора в деревне Зеленец выявили сотрудники Минприроды Тверской области. На земле находилось порядка 40 кубометров отходов производства и потребления. Нарушителя природоохранного законодательства удалось отыскать. Он, как сообщили в ведомстве, раскаялся и самостоятельно вывез мусор и привел в порядок место. Рады за раскаявшегося нарушителя, честно. Ждем, когда каждый, кто устраивает свалки, загрязняет речки и вообще системно разрушает природу, будет раскаиваться. Мы, конечно же, поверим. Тысячу тонн ядохимикатов с космодрома завезли в Приморье на утилизацию. Сжечь ядерные отходы собираются в 250 метров от домов и дач в поселке Соловей-Ключ. Весной космодром в Амурской области заключил госконтракт с красноярской компанией на утилизацию более 900 тонн твердых пестицидов с территории космодрома. Утилизация должна была пройти в непосредственной близости от города, и после скандалов в СМИ подрядчик от контракта отказался. В четверг министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович заявил журналистам, что начато проведение административной проверки в отношении компании, которая должна утилизировать отходы. Власти заявили, что Приморский край будет жестко следить за благополучием жителей и не допустит нарушения норм природоохранного законодательства. Искренне надеемся, что так и получится. Нефтяные скважины – странный предмет. Они вроде есть, а вроде их нет. Загадочная история случилась в Краснокамске, в Пермском крае. 10 октября жители Краснокамска забили тревогу из-за едкого химического запаха, который доносится до окон их квартир. Виной всему оказалась расконсервированная нефтяная скважина и вытекающая из нее маслянистая жидкость. Через неделю были найдены еще 4 подобные скважины. Только вот незадача. Нефтяные скважины, загрязняющие Краснокамск, официально считаются ликвидированными. В Западноуральском управлении Росприроднадзора подчеркнули, что информация о сложившейся ситуации передана в Приволжск-Недра, Краевую природоохранную прокуратуру и администрацию Краснокамского городского округа. По информации Пермской краевой прокуратуры, экологическая экспертиза по факту разлива продлится 30 дней. Поэтому о результатах говорить пока рано. Дата начала экспертизы не сообщается. Мы, пожалуй, оставим эту новость без комментариев. В общем-то, тут и так все понятно. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю, ничего не жду. Кстати, это мой 10-й и юбилейный выпуск. Ваши лайки, подписки и колокольчики мотивируют работать дальше. Поэтому не забудьте их поставить. И да пребудет с вами Мать Природа.